Есть. Привет, друзья! Вы на канале Эхо Питера. Мы очень рады вас видеть. Мы готовы с вами побеседовать. А вы? Hello, my friends. Hola, amigos. Так, есть. Все, нам уже вот пишет Сауле. Здравствуйте. Сабит, привет. Мария пишет hello. Салем Диерс. Добрый вечер, друзья. Сауле из Астаны, из Нур-Султана. Да, друзья, мы сегодня выходим в эфир на канале Эхо Питера. И это неспроста, потому что сегодня, вы знаете, на Алга Петербург появилась новость международного масштаба. Димаш благополучно и успешно выступил по случаю празднования инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому всем добрый вечер, большой салем и рахмет за то, что посетили нашу компанию. JK подключился, пишет hello from America, be with me, I love the new song. Yes, we also enjoy the song. Вчера у нас была беседа с JK, и скоро она появится на канале. А что обсуждали, Вань? Мы обсуждали онлайн-концерт первый Димаша. Угу. Поэтому мы, наверное, с него и начнем сегодня. То есть есть шанс, что американский эксперт в области популярной музыки даст какие-то свои такие первые, поделится первыми эмоциями, впечатлениями от увиденного. Потому что нам очень интересно узнать, потому что мы знаем, что Америка впереди планеты всей в плане и шоу-бизнеса, и крутых, и престижных музыкальных премий. Поэтому из уст такого уважаемого, авторитетного человека, как говорится, хочется узнать да побольше. Да, и Джонатан Доноса с нами. Ола, Джонатан. Ола, Джонатан! Джонатан — это певец, который выступал на нашем онлайн-концерте. Великолепно. Кстати, люди постоянно меня спрашивают, когда будет следующий онлайн-концерт. И когда мы этот вопрос решим, потому что люди же должны тоже как-то готовиться. Давайте сначала посмотрим концерт Димаша, потому что, как мы все знаем, продлили, получается, его просмотр, и с 31 января можно будет смотреть второй раз. Да, действительно, проскочила такая новость. Димаш Ньюс опубликовал фантастическую новость. Говорит о том, что будет повтор концерта на бис, что называется. И 31 января те, кто купит билеты, смогут посмотреть это шедевральное шоу. А те, кстати, Вань, у кого билеты есть, смогут подключиться и тоже смотреть. Представляешь? Серьезно? Да. Это делается для того, чтобы люди могли вот в чате онлайн пообщаться. А я и не знал, что там есть онлайн-чат, ты представляешь? Да, Вань, мы много с тобой упустили, я понял, в момент прошлой трансляции. Поэтому 31 января ждите, постараемся вместе с вами тоже посмотреть этот концерт еще раз его переосмыслить, потому что то, что мы увидели, ну, лично я уже раза, наверное, 4 посмотрел, а последнюю песню «Be With Me», она у меня уже вот постоянно со мной, я ее переслушиваю просто практически на репите. Да, и, кстати, вот мы вчера с JK, когда разговаривали, он тоже сказал, что «Be With Me» — это его новая, самая любимая песня. И я даже спросил, заметил ли он, что там такой микс из английского и казахского языка. Он говорит, я даже не заметил, я смотрел на машину, на девушек. Слушай, да. Но обо всем этом вы сможете, друзья, скоро узнать, потому что мы приготовим нашу беседу с JK и опубликуем ее. Но я еще не знаю, правда, либо на Эхо Питера, либо на Алга Петербург. Так что, друзья, рекомендуем вам подписаться и на тот, и на другой канал, чтобы не пропустить это важное видео для всех нас. Давай, Саша, расскажем, наверное, уже вот 136 друзей подключилось. Давай расскажем, что мы будем сегодня обсуждать. Ну, у нас на самом деле на повестке дня две очень важные темы. Первая — это, разумеется, открытие, празднование инаугурации, на которой Димаш принял участие. И также, конечно, хочется обсудить еще онлайн-концерт, потому что я знаю, что не все эмоции еще улеглись, людям есть чем с нами поделиться, есть что сказать, поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите, все как есть. Мы уже даже, кстати, начали собирать видеоотзывы по поводу этого концерта, поэтому у Вани должна тоже появиться передача, где люди вот так вот на камеру будут рассказывать вам, какие чувства они испытали во время просмотра. Я, кстати, уже получил много писем, и там есть очень интересные дирсы. Первый раз на нашем канале будут дирсы из
Ну ладно, раскрою сюрприз, будет Дирсы из Нигерии. О, это вот как раз я делал передачу про фан-клуб, Фан-клуб, который да. появился в Нигерии. И я так понял, что и появились теперь люди, которые хотят подружиться с АЛГА Петербург, правильно, Вань? Да. Наверное, надо сказать обязательно на английском. My friends, today we will discuss Dimash digital show and also Dimash performance at inauguration event by Sister City. Да, и, собственно, как вы знаете, для большинства из нас ночью прошло это мероприятие, 2 часа оно длилось. Вот, ну, скажу так, не самое веселое это было мероприятие. Вот, я только повеселил в конце, практически в самом, когда показали выступление Димаша. И ты знаешь, что меня поразило? Ну, во-первых, опять-таки, фантастически были сделаны съемки. И у меня один единственный вопрос. В каком зале проводилась съемка? Кстати, надо было сказать о том, что Димаш, как посол мира от Казахстана, выбрал для исполнения на таком важном мероприятии песню «Самалтау». На мой взгляд, это прекрасный выбор. Я думаю, что как вы, дорогие друзья, так и мы с тобой, Вань, его оценили и полностью поддерживаем. Прекрасная песня, которая вот очень шедеврально прозвучала, и вот хочется также отметить как раз вот то место, где производилась съемка, потому что все вместе смотрелось очень эпично и многозначительно. Саша, давай я расскажу, как я посмотрел, потому что, наверное, наши зрители не знают, что у меня было редакционное задание, и я должен был подготовить запись вот этого события, чтобы Саша мог с утра посмотреть и приготовить новость. В общем, и все началось с того, что первые 15 минут все было в порядке, я готовился, записывал, делал пометки, чтобы Саше было легче подготовиться, но примерно через... Хотя я даже, наверное, не заметил, как я заснул, и проснулся, и понял, что я, кажется, что-то пропустил. Но хорошо, что на канале Димаша появилась запись, вот, и там все самое интересное, все было в ней. Поэтому, кто не посмотрел вот это вот мероприятие, обязательно зайдите к Димашу на канал, посмотрите. Да, обязательно посмотрите, очень интересно. Ну а перевод того, что говорила ведущая во время этого мероприятия, в первую очередь о Димаше, находится в новости, которая уже на сегодняшний, по-моему, момент более 50 тысяч просмотров собрала. Настолько это событие, которое действительно, ну, мирового масштаба. Сейчас все интересуются тем, что же произошло вот в эту ночь, получается, для нас. Саш, JK пишет: Dean told me he thought Dimash would sing 2 songs, maybe second song on January 20. 20 января будет еще одно выступление, и JK говорит, что Дин, у нас было интервью, которое провел великолепный JK вместе с представителем Sister City, вот, и я так понял, что это не попало на запись, но Дин сказал, что 20 января, возможно, будет вторая песня. Саш, а как ты думаешь, вот на каком языке будет вторая песня? Мне кажется, что обязательно должна быть песня на английском. То есть ты считаешь, что первая песня была на казахском языке, да? Димаш продемонстрировал как бы в первую очередь свою замечательную страну, а сейчас он должен теперь продемонстрировать свое музыкальное искусство и знание английского языка. Ну, в принципе, это было бы очень логично, но как бы будет, наверное, неправильно, если я с тобой соглашусь, поэтому хочется с тобой немножечко поспорить. Давай заспоримся. Давай поспорим. Но надо придумать, о чем будет спор. Ставка, да. Ты знаешь, Вань, я все мечтаю о каком-нибудь красивом головном уборе. Вот. А то иногда мне зрители пишут, что у меня лысина так сильно светится, что многих ослепило уже. Вот. И они не так часто смотрят мои новости. Поэтому хочется ее как-то прикрыть, и я бы не отказался от какой-то красивой шляпы, либо какого-то модного головного убора. А давай так, если, например, я угадал, и песня 20 числа будет на английском языке, я тебе подарю шляпу. Вот. Отлично. Ну, или кепку, я вот подумаю. Хорошо. Мне кажется, что А это можно, да. если я проиграю, то я тогда тебе подарю какую-нибудь новую футбольную майку. О, отлично. Договорились? Да, супер. Я делаю тогда ставку все-таки на песню на казахском языке. Почему? Потому что Димаш, мне кажется, вот он продемонстрировал, прекрасно сделал старт с песни «Самалтау», а теперь он должен добить, не очень хорошее слово, а
еще выше ставку поднять. И мне кажется, еще одна песня на казахском языке сделает окончательный фурор для американской публики. А наши друзья могут, получается, тоже поспорить, Делать ставки. Да? Делать ставки. My friends, we decided to vote on what language Dimash will sing at the second performance at Sister City International. And we also have пари. Мы заключили пари with Sasha, and he says that Dimash will sing at на каком языке? Я думаю, что на казахском, на родном. Sasha said that Dimash will sing in Kazakh language, and I think that Dimash will sing in English. And I can actually guess the song. I think it would be We Are One. Напомню, что действительно в конце мероприятия председатель совета директоров Sister City International объявила о том, что 20 января на сайте организации пройдет специальное выступление Димаша. То есть новое видео будет нас ждать, и поэтому вот этот перформанс для нас будет продолжен. Поэтому следите за новостями, проверьте, что у вас зарегистрирован билет. Напомню, что билет абсолютно бесплатный. Саш, слушай, а что мы вот не подумали, у нас пари какое-то вот двухстороннее. А что если ни я, ни ты не угадаем? Что если вдруг песня будет... Если, например, будет песня СОС, я вижу много сообщений, вот Оксана Амелько пишет, Вань... Сауля пишет, что будет СОС. Вот Сауля пишет, вторая песня СОС будет, ребята, вы проиграли, и 3 смайлика. Ну, действительно, Ваня, в нашем случае вообще сложно делать ставки на какой-либо язык, потому что вот ведущая мероприятия отметила, что Димаш умеет петь на 12 языках. Вот Мария, кстати, Мария Пилар Галар подсказывает, намекает, наверное, про песню «Олимпика» и пишет «and in Italian», то есть, может быть, еще на итальянском. СОС на французском. Вариантов много. Не, подожди, а как мы тогда поступим, если, например, угадает наши зрители? Если угадает наш зритель, то мы тоже должны тогда будем отправить подарок, правильно? Да. Ой, друзья, напишите в комментариях, какой бы подарок вам хотелось получить от команды Алга Петербург, если вдруг ваша песня сыграет. Смотри, Just Matt пишет, я думаю, на украинской мове. Есть же шикарная песня «Я люблю только тебя». Да. Мне кажется, что тоже хороший вариант. Я люблю только тебя. Эй, сейчас новострайк поставит еще? Не надо, Саш? Да я же в ноты не попадаю. Слишком хорошо стал петь в последнее время. Джей Кей подсказывает также, что «Война и мир» может быть очень своевременной песней. Вот «Олимпика». Вот так вот. Хочу зачитать один комментарий, который я нашел под нашей новостью. Елена Грин написала: «Привет, ребята! Инаугурация президента США состоится 20 января. И вечером этого дня запланирован праздничный концерт с участием американских звезд. Леди Гага будет исполнять гимн США. Приятно слышать, что Димаш тоже будет участвовать в праздничных мероприятиях. Но, кажется, в самой праздничном концерте он не заявлен. Мне не удалось найти. Ждем более точной информации, где и когда. Спасибо вам». Уважаемая Елена Грин, если вы нас сейчас смотрите, это все-таки немного разные мероприятия. Димаш участвует в благотворительном мероприятии, которое организовывает такая международная компания, как Sister Cities International. И вот как раз на этом мероприятии и будет выступление Димаша. Для того, чтобы его посмотреть, нужно зарегистрироваться. Бесплатный билет, ссылку мы оставим для того, чтобы вы могли без труда это сделать. А там даже билет не понадобился, на самом деле. Да? Да, я посмотрел, просто зашел на сайт и посмотрел. Так, Саш, вот мы тут про наши пари говорили, и вот подключились наши зрители, и вот уже заказывают призы, например, Zoom пишет Bentley или Mercedes. Надежда Колесникова пишет футболку с изображением Димаша. Но есть и вот такие подарки, которые запрашивают. Например, Татьяна Белова пишет: «Для меня подарок — это вы». А Дед Пихто пишет: «Если угадает зритель, пусть он и посылает подарок». Шапочку. О, вот это очень милый вариант. Нравится, кстати. Классный. Альбом Димаша. В подарок нам сделаете видеоклип.
Зум-зум не успокаивается, машину большими уже буквами написал. Машину. Слушайте, ну очень приятно, что у вас богатая фантазия, вот, что вы так активно включаетесь в наш диалог. Нам это очень приятно. Мы очень любим, когда вы, друзья, максимально активны, веселы и бодры. Поэтому спасибо вам за этот обратный диалог. Вот, мы продолжаем. Саш, давай вернемся от церемонии, про которую мы говорили, к концерту, потому что, например, Lady Mesmerize пишет, не могу развидеть концерт Димаша, уже 9 раз полностью посмотрела. Я 3 раза пока посмотрел, но у меня такое чувство, что я что-то вот тоже не досмотрел. И давай спросим у наших друзей. Друзья, сколько раз вы уже посмотрели концерт и планируете ли еще смотреть? My friends, how many times you already watched the concert and are you going to watch it again? И будет, знаете, что здорово, если каждый из вас напишет что-то такое коротенькое, что ему очень сильно понравилось. Для того, чтобы вот в сухом остатке мнения разных людей сгруппировать, и таким образом мы соберем один классный отзыв об этом концерте. Вот прям что-то такое, что вот запомнилось, что-то такое яркое, незабываемое, то, что, может быть, вас поразило, то, что вы не ожидали увидеть. Вот такие вещи напишите коротко, в 1-2 предложения. Я думаю, сейчас Ваня зачитает, и у нас будет такой прям полноценный отзыв об этом мероприятии. Потому что действительно шоу грандиозное, мирового уровня, очень классно все снято, и хочется его пересматривать, и, ты знаешь, его не стыдно даже показать по MTV. Не то, что не стыдно, а даже как это, рекомендовано к показу на MTV, потому что, ну, это восхитительно. А я боюсь, как бы сейчас очередь не выстроилась от всех музыкальных каналов, от всех возможных площадок, где можно прокручивать, как на радио, например, раньше крутили, или на телевидении, выстроиться в очередь за песнями с этого концерта. И, кстати, Татьяна Белова вот в продолжение нашего пари пишет, что машину можно купить в детском магазине. Это для зум-зума. Да. У нас есть, кстати, еще работают детские магазины. Так что мы... Вот JK пишет, watched Be With Me many times. Много раз посмотрел уже Be With Me. Слушайте, да, это, конечно, вот Be With Me это какая-то прям магия. Почему? Потому что как-то так она неожиданно, вот прям в тему зашла. И так она необычно спета, в непривычном стиле. Вот от Димаша я не ожидал. Вот не ожидал. И он удивил, причем вообще с какой-то другой стороны. И это так здорово. Я увидел, что человек невероятно талантлив, и талант его не имеет абсолютно никаких границ. Ирина Чигирина пишет, Ваня, чего бояться, радоваться надо. Я специально говорю вот так вот, что я боюсь как бы, чтобы вероятность того, что это произойдет, она немножко увеличилась. Так, Мэри Толстова пишет, 2 раза смотрела уже. Так, Lucky 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 5 times, 5 раз посмотрел. И никнейм написан 3 раза. А еще хочу, пока ты, Ваня, ищешь комментарии, Назгуль Нуркеева спрашивает. Здравствуйте, Саша и Ваня. А можно еще купить билет и смотреть концерт? Да, конечно, можно. Сейчас до сих пор проходит продажа на сайте Tixer, да? Правильно? TIXR. TIXR до сих пор идут продажи. И 31 января будет концерт на БИС, где вновь соберутся зрители, а те, у кого уже есть билет, смогут к ним присоединиться. То есть, получается, есть вероятность, что удвоится количество зрителей на этом мероприятии. Также нужно отметить для тех, кто не в курсе или не видел, может быть, новость о том, что покупка билетов на концерт Димаша побила рекорд на этой площадке среди зарубежных артистов. Вот так вот. Димаш Италия. I've watched the concert at least 10 times and still have time to watch it again. Я уже посмотрела 10 раз, и еще планирую, еще есть время, чтобы посмотреть опять. 10 раз. Вот итальянцы, надо брать пример. Слушай, да. Jack S. 4 times will watch again because each time I notice something new.
4 раза буду смотреть еще раз, потому что каждый раз замечаю что-то новое. А я заметил, это вообще частый, как сказать, принцип написания комментария об этом концерте, что я посмотрел 10 раз и буду смотреть еще. А мне кажется, у всех такое чувство. Ну, то есть это как, я не знаю, вот колодец, из которого невозможно напиться. Да. Вода настолько вкусная, что ты как будто... И тоже, вот представь, мы же шли по пустыне, сколько? Угу. Да, Почти год? Почти год длилось это. Шли по пустыне, и, конечно, когда колодец появляется такой, это даже не колодец, это оазис целый. Оазис, да. И там колодец, и еще небольшое озеро. Причем там. международный оазис, Вань, Да. где все могут собраться. Ну стой, подожди, оазис это то, что... не, мираж, да? Мираж это то, что пропадает, Не, мираж это у наших звезд, а оазис это у Димаша. Ирина Опера 9 раз посмотрела. И самое это приятное, что молодцы вот организаторы концерта, что предложили нам безграничную возможность пересматривать это чудо аж до 23 января. Это вот прям большое спасибо, действительно. Потому что представь, если бы один раз и все. Я думаю, люди бы там просто... Их колбасило бы от того, что хотелось бы пересмотреть еще раз. Людмила, давай. Альмира 555. Чем больше смотрим, тем больше нравится концерт. Сауле Астанадир. Последнюю песню я уже до дыр посмотрела. Угу. Вот так вот, друзья наши смотрят. А вот я прочитаю тебе комментарий от нашей дорогой, любимой Людмилы Зайцевой из Рязани. Саша, привет. Вчера, это она написала, я так понимаю, сразу после концерта. Вчера не могла принять участие в стриме после концерта. Это в стриме, который был на нашем канале Алга Петербург. Эмоции зашкаливали. Я то плакала, то смеялась как безумная, то пела, поддерживая Димаша с витяжками. Хочу сегодня пересмотреть в более спокойной обстановке. А в 3 вновь встречи с ним на другом онлайн-концерте. Как пережить эти выходные и не сойти с ума от счастья? Выдержим, спрашивает Людмила. Выдержим, сама же отвечает на свой вопрос. С любовью из Рязани. Вот такие эмоции. JK пишет, I'm excited for Dimash to sing in Spanish. JK очень хочет, чтобы Димаш спел на испанском. Я думаю, что не только JK. I think that not only JK wants to see how Dimash sing in Spanish. I think that many dears are excited to watch it. И также у нас сейчас в чате есть Кармен из Чили, которая тоже наверняка мечтает о том, чтобы увидеть, как Димаш поет на испанском. А вот мне, Ваня, еще прислали на WhatsApp один отзыв, не знаю, насколько верный, но, наверное, раз прислали, значит верный. Отзыв по поводу концерта от президента Казахстана. Представляешь? Читаю. Димаш Кудайберген стал мировой звездой, прославив на весь мир культуру нашей страны. Настоящий soft power. Молодец, гордость казахского народа, написал в своем твиттер-аккаунте президент Касым-Жомарт Токаев. Круто. Вот так. Так, Альваро Варгас спрашивает, Эхо Питера, а что сейчас будет? А сейчас? А сейчас мы, друзья, обсудим еще все детали по поводу Димаш Digital Show. Напомним вам о том, что 20 числа Димаш снова выступит на Sister City. Напомним о том, что 31 числа, это все в январе будет, будет повторно, как это, вторая премьера, или как это можно назвать, будет повторно запущен концерт Димаш Digital Show. С новыми зрителями, и те, у кого есть билеты, могут присоединиться. То есть у нас есть шанс с вами поставить новый рекорд. Да. Может быть, даже абсолютный. Поэтому, друзья, покупайте билеты, стремитесь попасть на это мероприятие. Действительно, оно того стоит. И я видел голосование в Telegram. Спутник запустил, Спутник KZ, и там были вопросы, кто посмотрел концерт Димаша, и, там, кто посмотрел, кому понравился, кто посмотрел, кому не понравилось, и кто не посмотрел. И больше всего было тех, кто не посмотрел.
Вот так вот. То есть, несмотря на то, что платформа TIXR заявила о том, что больше это самый продаваемый был концерт и Для зарубежного артиста. для зарубежного артиста, и если учесть, что еще вот Столько большая часть людей. не посмотрела, то это невероятно. И я получаю огромное количество сообщений на WhatsApp с просьбами помочь купить билет, объяснить, как там можно пройти регистрацию. Поэтому я думаю, что все правильно, что будет вторая волна. А давай мы так сделаем, друзья, если вам нужна помощь вот в этом вопросе, как зарегистрироваться, как купить, как подключиться, вы можете отправить эту заявку, и если их будет много, этих заявок, то мы, может быть, сделаем отдельный стрим по подключению к платформе, потому что я знаю, у многих возникли действительно проблемы, и у нас самих, вот, но Ваня хорошо разобрался, у него есть опыт. А если бы я был один, я думаю, я бы тоже не справился. Важный момент. Забыл. Вот что хотел сказать. По поводу отзывов о концерте. Мы до сих пор принимаем видеоотзывы о концерте Димаша Кудайбергена, Димаш Digital Show. Поэтому вы можете легко заснять свой отзыв на камеру. Как вы знаете, видеоотзыв на сегодняшний день это лучший способ продвижения концерта Димаша, поэтому, если есть возможность, помогите артисту, а мы с удовольствием покажем этот отзыв на весь мир. Запишите телефон, горизонтальное положение, и если хотите стать следующим героем нашей программы, то пишите на наш номер WhatsApp. Мы принимаем все заявки, все, кто когда-то захотел побывать на канале Алга Петербург, либо Эхо Питера. Собственно, там и побывали, ничего сложного нет. Просто нужно написать заявку, чего хотите, с какой темой выступить, о чем пообщаться, и мы с удовольствием сделаем такую передачу с вами. Да, JK пишет, did I mention that I really like Dimash's new song Be With Me? Говорит, кажется, я забыл напомнить, что мне очень понравилась песня Be With Me. Да уж. А я хочу, Вань, еще один момент затронуть, раз уж мы все собрались, и нас сейчас 567 человек в онлайн режиме. Сегодня, Вань, понедельник. А что мы делаем по понедельникам? Что по понедельникам? Асар у нас по понедельникам? Нет? Асар это в нашей студии, а еще большая сходка в Твиттере. Точно. У нас есть надежные друзья, которые прям всерьез занялись этим вопросом и помогают всем желающим разобраться в Твиттере. Помимо того, что у нас есть подробные инструкции на нашем телеграм-канале, куда вы можете легко попасть, зайти и изучить эту инструкцию и стать профессионалом. Так вот, еще есть специальные люди, которые следят за нашими выпусками. И вот люди, которые оставляют комментарии, связанные с этим вопросом, то они их, как это сказать, хватают, что называется, за руку и тащат на семинар обучающий. Так вот, сообщение Рая Д. Дорогие, очень важна ваша поддержка Димаша в Твиттере. Нас там очень мало. Мы за 1-2 дня научим вас правильно голосовать. У соперников большая армия поклонников, и мы тоже должны стать огромной силой. Только так нам удастся вывести Димаша на первое место. Подписывайтесь в Твиттер на канале Алга. Есть подробное видео об этом. Все, кому нужна помощь, напишите мне. Рая Д. Вот, поэтому, уважаемый Рай, если вы с нами сейчас откликнитесь, чтобы вас все заметили, и таким образом будем собирать мощную армию для голосования, как в Твиттере, так и в пятничном голосовании. Напомню, канал MTV, Кевин Кенни задолжал нам вторую часть интервью с Димашем. Вот, надеемся, что скоро все состоится. Да, Ирина Чигирина делится своим опытом посещения концерта. Пишет, я пенсионерка, сходила к сыну моей знакомой, он помог мне купить билет и включил перед концертом. Вот так. Это кто, сын? Сын знакомый. Вот есть же еще люди добрые. Получается, есть у каждого, мне кажется, среди знакомых или, может, даже соседей, вот такой айтишник, который... Хотя сейчас, наверное, все молодые люди айтишники, но если мы вспомним, вот ты сейчас затронул тему Твиттера, если мы вспомним про то, как Диас голосует в Твиттере и как легко освоили Твиттер, мне кажется, что никакая платформа международная теперь для нашей большой армии айтишников
Не не помеха. страшна. Да. А я вот тогда еще хочу такой вопрос задать в наш чат. Друзья, если вы слушаете меня внимательно, вопрос вот какой. Если вы смотрели концерт Димаша в онлайн-режиме не одни, а всей семьей, напишите, почему ситуация такая, что у нас есть друзья, которые рассказывают, что там не все, например, являются поклонниками творчества Димаша. Но если вы смотрели концерт все вместе, вдруг есть люди, которые вот так вот внезапно, смотря концерт, поменяли свое мнение и стали вдруг в одночасье поклонниками творчества Димаша. Вот удалось ли в момент просмотра концерта кого-то завербовать, перетащить вот, в хорошем смысле этого слова и сделать, если не диерс, то начинающим диерс? А вот я вижу, Кармен в чате пишет «Saludos diers desde Chile». Это «Saludos из Чили». Привет из Чили. Большой привет, Чили. Саша, правильно говорить? «Улькен saludos diers desde Chile». Ты прям как Димаш в новой песне «Be With Me». Но он там на английском. Он на Но мне английском. нравится, как Димаш комбинирует разные языки, поэтому Да, да. мне кажется, что испанский очень круто бы сочетался с казахским. Например, вот «Улькен saludos» — это Мгм. большой привет, да? Или что еще можно? «Улькен gracias». А Бик Рахмет, может быть? Улькен, Бик Рахмет, может быть. Не, тогда Гранде Рахмет можно говорить. Да, как красиво. Слушай, вот действительно, все-таки дружба между народами, дружба между языками, вот оно рождает какие-то новые смыслы, новые знакомства. Поэтому это все здорово, и действительно планета, и люди на этой планете должны дружить и обмениваться и культурным багажом, и опытом своих народов. И тогда все будут выигрывать. Ирина Чигирина еще одно сообщение написала, пишет: все молодые, начиная с моей внучки 12 лет, уже могут помочь. Вот я тебе хочу сказать, Саш, что новое молодое поколение, все уже в технологиях разбираются очень хорошо. А это значит, Наступит тот день, когда мы будем с тобой просить вот, молодежь помочь нам зарегистрироваться на чей-нибудь концерт. а я знаешь сейчас о чем подумал, что это вообще хороший повод молодежь знакомить с творчеством Димаша. Ведь молодежь не всегда как бы очень, как сказать, быстро реагирует вот на такие просьбы, там, вот, когда бабушка или дедушка или мама, папа говорит: посмотри Димаша. Она говорит: нет. А ты говоришь: ой, там, дочка, внучок, а помоги, пожалуйста, мне вот концерт настроить. И вот он настраивает, хоп, одну песенку послушал, другую, оп, и уже сидит, смотрит. Видишь как? Хитрая ловушка получается. Хитрая ловушка еще и наш ТикТок. Ну-ка, расскажи Да, про нее. друзья, мы открыли ТикТок. Вы можете найти его теперь, если наберете «Алга Петербург». Вот, мы только там начинаем знакомиться с ТикТоком, но мне кажется, что это хорошая площадка для того, чтобы познакомить молодую аудиторию с Димашем. А с выходом нового концерта онлайн, я думаю, что и молодежь, я думаю, что вообще не осталось тех людей, которым может что-то не понравиться. Всем должно понравиться. А вот у меня такой вопрос, Вань. А как обстоят дела ТикТока в Китае? ТикТок из Китая вообще. Да, вот я в курсе, и вот мне очень А интересно. ты хочешь, наверное, спросить, был ли доступ у китайских диерс к просмотру концерта? И это тоже. А я тебе сразу отвечу, что да, yes, my friend Sasha, Chinese dears, they watched digital show by Dimash. И у меня даже есть от них уже видеоотзывы, которые скоро мы вот опубликуем вместе вот с видеоотзывами со всего мира. Ну это здорово, это фантастика просто, что вот соберем отзывы со всей планеты и посмотрим на международном канале Эхо Питера и Алга Петербург. Инфартист JK пишет: Домбра интро in Be With Me, угадай где, in Be With Me, rocked. Мне кажется почему-то, что многие, кто сейчас смотрит нашу трансляцию, они параллельно слушают концерт. Да? Да. То есть одним ухом нас, а другим концерт? Я думаю, что JK, он слушает Be With Me вот прямо сейчас. Слушайте, ну а почему? Мы говорили сейчас про сочетание языков. Может быть, и действительно канал Эхо Питера занятнее смотреть, когда еще играет музыка Димаша, почему нет? О, Саш,
Мэгги пишет, Мэгги Дир, это из Перу. Мгм. А, нет, это из Чили. Ваня читает комментарий по-испански. У тебя очень милый цвет голоса по-испански. Салюдос desde Чили. Ух ты, вот Вот так так. вот. Не зря ты тут практикуешься каждый день. Так. Робби Сью пишет. His rapping gotten so pro now. Про рэп. Саш, ты как рэпер, как можешь оценить? Я могу сказать, что... Ты скажи, а я вот для Робби Сью переведу. Ну, мне показалось, во-первых, что вообще сам рэп очень классно вписался именно в эту композицию. И вообще, я вот сейчас анализирую, вот с тобой вместе общаюсь. У Димаша там, получается, первая часть отдельно сделана. Потом он начинает вдруг петь своим красивым высоким голосом. Вторая часть. Потом вдруг переходит на рэп. То есть, как бы, казалось бы, сочетание несочетаемых вещей. Но вот у него все вместе смотрится это настолько органично и живо. И вот если рассмотреть рэперскую карьеру Димаша, то я думаю, он тоже там мог бы легко побороться за пьедестал, быть в первых местах, потому что читает-то он классно. Там и читка, и скорость, и, ну вот со смыслом сложно мне понять, потому что я казахский язык пока не знаю, но обязательно я найду перевод, то, о чем идет речь в этом рэпе. Но то, что Димаш для меня еще и рэпером оказался, а именно в этой песне особенно, потому что видно, что он подтянул уровень. Поэтому тут даже вообще, вот просто я поднимаю руки и хочу сдаться, потому что я не знаю, чего не умеет Димаш в области музыки. Да, наверное, ничего, все умеет. Dear Ruby, Sasha, as you know, Sasha is an expert in rap, and he says that you are totally right, and his rap is more than professional. Probably he is number one rapper at the moment. Правильно я сказал? Да, Номер супер. один. Просто супер. И, конечно, мне очень нравится, что Димаш именно вот сочетает эти вещи. То есть не просто рэперская композиция, а вот он именно дает в одной композиции насладиться всеми вещами. Даже вот я анализировал, где вот композиция «Be With Me», где он поет сначала таким легким шепотом, условно так это назовем, потом вдруг невероятно понижает голос. И я вспоминаю сразу группы там, или артистов, и обычно это всегда происходит, когда, например, артист поет какую-то основную партию, а вот для таких фишек, каких-то моментов, используют, как правило, других артистов. А тут смотришь на одного человека, и он просто делает абсолютно все. Причем все на высочайшем филигранном уровне. Вот это поражает. Нет Мираж пишет. Моя дочка подбежала на предпоследней песне обниматься. Ей 6 лет. Я выключил наушники, чтобы было слышно. Смотрю, она пританцовывает. Вот это о чем я говорил. То, что вот этот концерт, он может стать популярным не только среди вот основной аудитории Димаша сейчас, но и среди всех вообще людей на земле. И действительно, я даже с уверенностью могу сказать, что это концерт семейный. Вот для семейного просмотра он просто категорически рекомендован. Да, есть, несмотря на то, что мы уже поняли, что концерт немного рокерский, такой мощный, но это тот концерт, который можно спокойно смотреть с детьми. Да. И даже нужно смотреть с детьми, правильно, смотреть с детьми. Действительно, потому что, ну... И со взрослыми. Живая музыка, фантастический голос, невероятно красивая картинка, декорации. Ты знаешь, я себя поймал на мысли, что я посмотрел отличнейший, полнометражный, высокохудожественный фильм, в котором блестящие песни и, конечно, ну, мне кажется, уже все переговорено 10 тысяч раз, поэтому не хочется повторяться. Друзья, смотрите, если еще не посмотрели, обязательно вживую по билету. Lady Mesmerize написала, песня новая, правильно, как она звучит, Саш? Амир Отеди, да? Чего? Отеди, Амир Отеди, как правильно? Новая песня на казахском, ты имеешь в виду? Омир Отеди. Ну, я надеюсь, что правильно, я не уверен. Ну, если что, мы изучим обязательно.
В переводе «жизнь пройдет, Мгм. меня пробило». Димаш же всегда об этом говорит, что мы все постареем и уйдем в один день. И об этом вспоминать, и об этом всегда надо помнить. Послушайте, как он ее поет. Очень фантастически он поет. Вообще вот те песни, которые я услышал, новые на казахском языке, они меня очень сильно поразили. Я уходил, мне кажется, в транс во время исполнения этих песен. Я их, во-первых, впервые слышал. И самое главное, даже не понимая смысла, я просто понимал, что песня меня забирает. Вот, и что-то делает там с моей душой. Вот, а потом обратно возвращает. Учите казахский язык. Все, мы неправильно прочитали. Я так и подумал. Вот, ну пишет, что... Что-то у меня чат... Жду ответа, пролетел. что-то Вот. такое. В общем, Саш, да, надо нам Подтягивать. концентрироваться, да. Видишь, Хамзи закончил уроки казахского языка, и у нас сразу все остановилось. Да. — 20 января, кажется, будет не одна песня, а несколько. Очень на это надеемся. Так, ну, Саш, давай мы будем постепенно Да, закругляться. Друзья, обязательно ждите, мы еще организуем прямой эфир для того, чтобы подробно с вами пообщаться, почитать ваши комментарии. И это будет на Алга Петербург на канале. Но когда мы, наверное, скажем чуть позже, следите за нашим инстаграмом, за нашим телеграм. Мы, кстати, открыли чат Дирс в телеграм, друзья, и он сейчас появится в нашем живом чате. Вы сможете перейти по ссылке, наверное, ну или как-то найти его. Там очень активно идет обсуждение, очень культурно. и, друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пишите. Мы сейчас Да, ответим на еще несколько пару вопросов вопросов ответим. и отправимся трудиться дальше. Вот вопрос от Ольги Ломашко. Саша, Ваня, здравствуйте. Подскажите, 20 января, как посмотреть его выступление? Уважаемая Ольга, для этого достаточно будет зайти на сайт Sister City, и если ничего не изменится, то можно будет просто там, нажав на 2 кнопки, посмотреть его без регистрации. Ну вот сегодня ночью я вот именно так и смотрел. Я просто зашел к ним на сайт и нажал на кнопку «Смотреть». Сабира Юмашева пишет: девушки из Твиттера вовсю работают сейчас. Они очень помогают освоить Твиттер. Успеют сразу и учат. Вот так. Здорово, здорово. Я очень надеюсь, что эта деятельность нас всех еще больше сплотит, и нам удастся все-таки пробиться на первое место, пробить исторический максимум и вот закрепиться на первых позициях MTV. Марсело Меркадо. Поздравления из Аргентины. Димаш самый великий на русском. Браво. Gracias, Улькен, gracias, большое gracias, Марсело Меркадо. Большое gracias. Отлично. Класс. Спасибо, Алга Питер. Shadow Wolf пишет: Be with me is causing the world to go without sleep. Dimash brought the souls to every song. He was fire и много огня. Пишет Shadow Wolf, что Be With Me — это новая песня, которая оставит мир без сна. Никто не уснет. Вот. И еще пишет, что Димаш может добавить соуса в каждую песню. Ну что ж, давайте, друзья, дождемся вот этих замечательных событий и его выступления, специальное выступление для Sister Cities и, конечно, его повторный концерт 31 января. Ну а о других событиях и новостях мы будем держать вас в курсе, поэтому проверьте еще раз подписочку, канал Эхо Питера, Алга Петербург. Будем держать вас в курсе. Да, друзья, Димаш много нам дал с помощью своего концерта адреналина. Такое чувство бывает, вот мы как спортсмены, мы это хорошо понимаем, такое чувство бывает, когда начинаешь чувствовать вкус забитых мячей, вкус побед. И вот Димаш своим концертом
зарядил адреналином нас, поэтому будет много сюрпризов. Обязательно следите за каналами Алга Петербург и Эхо Питера. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм, добавляйтесь в чат Диерс в Телеграме. Будет много интересного. Не пропускайте. Goodbye, my friend. Friends. Goodbye, my friends. Goodbye. Goodbye, amigos. Знаешь, как можно? Сау баланыс. Amigos. Сау баланыс, amigos. Ciao.